Поскольку последние 2 дня на юге и востоке Украины идут дожди, вероятно, активные действия войск приостановились ввиду сложности использования бронетехники, а также авиации, включая беспилотники. В то же время Украиной стало публиковаться больше кадров поражения российской техники, дальнобойной артиллерии, включая установками «Хаймарс». Хотя, быть может, это как раз и связано с паузой в боях, что дало время опубликовать отснятые ранее кадры. Так, например, публикуются кадры уничтожения нескольких установок в 100С на южном направлении, а россияне жалуются, что была накрыта одна из их дивизий прямо при построении перед атакой, ибо солдаты кучно выстроились и в течение 2 часов ждали мотивирующего выступления командира. Но вместо командира свое слово сказали украинские системы залпового огня «Хаймарс». В целом же бои ведутся все в тех же местах, в районе Бахмута, где украинские войска продвигаются по флангам, и на южном направлении, где за последние 2 дня продвижений не зафиксировано, как, впрочем, и фактора попыток атаковать. Напротив, россияне заявляют о своей контратаке в районе Великой Новоселки, где ранее ЗСУ удалось освободить несколько населенных пунктов. Но, судя по всему, эту атаку удалось отбить, если она вообще была. В то же время отмечается, что россияне активно используют реактивные системы для заминирования площадей, чтобы осложнить продвижение украинским войскам. Воздух. Россия продолжает наносить удары вглубь Украины с помощью дронов «Камикадзе» «Шахед-136» и крылатых ракет, пускаемых с бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря, а также ракетами «Калибр» из ракетоносителей в Черном море. Так, вчера россияне поразили жилой дом в Кривом Роге, где убили по меньшей мере 11 мирных жителей. А сегодня ночью удар был нанесен по Одессе и Краматорску. В Одессе ракеты поразили Макдональдс, многоэтажку, ТРЦ и складское помещение торговли, в результате чего по меньшей мере погибло 3 человека. В Краматорске удар пришелся на частный сектор, где россияне били 2 человек. В свою очередь, украинцы в ответ наносят удары складам боеприпасов, штабам и целям, связанным с логистикой. Так, возле Краснодара была поражена очередная нефтебаза, а в результате удара по российскому штабу был уничтожен командующий 35-й армией РФ генерал-майор Горячев. Также из Бердянска поступали сообщения о взрывах, хотя кадров поражения опубликовано не было. Но в то же время известно, что россияне перебросили на тамошний аэродром 27 вертолетов, среди которых 5 К-52, 9 Ми-8 и Ми-24 и 13 К-29. Альянс Свободы. США огласили о очередном пакете военной помощи Украине на сумму $325 миллионов, который включает ракеты для систем ПВО, ракеты для установок «Хаймарс» и 155 мм снаряды для артиллерии, а также 15 боевых машин пехоты «Брэдли» и 10 БТР «Страйкер» для компенсации украинских потерь. К слову, украинские военные отмечают, что данная техника обеспечивает гораздо большую выживаемость экипажа в сравнении с советскими аналогами. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями и подпиской.